Так, все, мы в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо всем, кто пришел. Задавайте вопросы. У нас сегодня 3 участника, два участника, кроме меня. Это уже знакомый вам провизор, фармацевт, вообще блестящий аналитик Людмила Бублиева, который знает весь мир Вивасан в нашей компании, и не менее знаменитый человек, который занималась очень серьезно ароматерапией, и все вопросы, которые нас волнуют, мы обращаемся именно к ней, это Татьяна Панарина. И говорить мы будем о долголетии. Наверное, это тема, которая беспокоит с того момента, как вообще человек начал осознавать, вообще осознавать время. Вот если осознаешь время, тогда начинаешь понимать. И поэтому в анонсе я написала строчки такие, которые вы, наверное, уже прочли. Что же это такое? Что мы хотим в 20-30 лет? Да? И что было бы, если бы я услышала в 20 лет то, что говорим мы сейчас и будем говорить сегодня? Да, наверное, то же самое, потому что в 20 лет мы этого ничего не слышим. Мы ищем счастья, любви, а время и здоровье – это что-то такое вот огромное, бесконечное, и вообще оно никогда не кончится. В 40-50 мы уже ищем признание, статус. Мы понимаем вообще, вот оглядываемся на своих друзей, сверстников, дотягиваем мы до них или нет. И только после 50, так чуть-чуть слегка начинаем вообще смотреть в сторону времени, и здоровье нас иногда подталкивает к тому, чтобы на него обратить внимание. Но это если повезет, конечно, и доживем до этого возраста. Но было доказано, что генетическое долголетие, генетика от долголетия зависит от генетики всего на 20%, 20-30%, а на 70-80% зависит от того, как человек сам себя делает, то есть как живет. И поэтому хорошая новость в том, что каждый из нас выбирает, насколько долго ему жить. И неважно, причем сколько вам лет сейчас, 20 или 70, начинать нужно с того момента, в который ты осознал и понял, что вот, ну вот да, вот сейчас уже пора, наверное, найти. Наверное, пора уже сдвинуться вот с этой мертвой точки. Где же живут долгожители? Ну, я так выбрала несколько таких в интернете, естественно, где еще мы все сейчас выбираем, несколько моментов, где же живут долгожители. И оказалось, что есть 5 таких голубых мест, как они называются сейчас, голубые места, где живут долгожители. Это Греция, это в Калифорнии, по-моему, адвентисты или там кто-то такой. К религии это не имеет отношения, просто у них есть определенные правила, по которым они живут, и это им позволяет жить достаточно долго. Остров Сардиния в Италии, полуостров Никоя в Коста-Рике и остров Окинава в Японии. Вот эти 5 мест, где самое большое количество людей, перешагнувшись за 100-летний рубеж. Совершенно не связанные вроде бы никаким образом между собой, но тем не менее вот было обнаружено именно это. И правила, принципы, по которым они живут, они там разными формулировками пользуются, но принципы одни и те же. И их 5. Вот если крупно взять, их 5 всего. То есть это сон, движение, это питание, конечно же, это позитивный настрой, тут уже психология. И мы еще взяли для себя, вот 5, да, это ремонт или профилактика, то есть это касается вообще и образа жизни, и режима, и, конечно же, для того, чтобы человек следил, хватает ли ему всех тех микро- и макроэлементов и витаминов для хорошей жизни, для здоровой жизни. Ну и, конечно, мы все прекрасно понимаем, особенно сейчас, момент вот этой самой пандемии, мы понимаем особенно остро, что кроме здоровья, кроме жизни как таковой, своей собственной и своих близких людей, ничего более важного вообще не существует. Какие же правила предлагают долгожители?
Но тут несколько есть таких, несколько советов. И вот 9 принципов, одни из принципов. Первое. Умение снимать стресс. Причем поставлено это на первое место. Умение снимать стресс. Второе – регулярная умеренная физическая активность. Но для тех лентяев, таких как я, кто не любит спорт и не любит ходить в фитнес-залы и вообще какие-то серьезные упражнения, то даже 30-минутная ходьба пешком уже дает очень большую фору для того, чтобы человек был более здоровым и прожил гораздо дольше. Семейные связи и социальная жизнь – это тоже очень важный такой пункт. И вот здесь это позитивное ощущение защиты и прочее. Питание растительное в основном, практически у всех в основном растительное питание, у всех долгожителей. Наличие цели в жизни, то есть зачем и куда я иду, и извините, умеренное употребление алкоголю, в первую очередь вина. То есть возможно, и даже хорошо, если это красное вино будет там, ну и прочее, прочее. Вот есть как бы такие вот выводы. Что еще говорят по возрасту? Вообще говорят, что генетически наш организм может прожить 150 лет. Но наш век значительно меньше. И если самый такой долгий срок средний японец умудряется дожить до 79 лет, то уже в Нигерии и в Сомали еле-еле дотягивают до 47. А мы где-то с вами посередине. Хотя цифры там могут разниться, но где-то вот посередке мы дотягиваем по среднему возрасту. Но правила, которые были даны рекомендации долгожителями, первое правило, вот здесь вот, например, вот первое правило, которое я только что говорила, это снимать стресс. А здесь первое правило – не объедайтесь. Даже если тяжелой физической работой человек занимается, хватит вполне даже тяжелой работой мужчине 2000 килокалорий, женщине намного меньше. Второе. Меню должно соответствовать возрасту. То есть это должны быть и фрукты, и овощи, и желательно большее количество растительного, но это не мне вам рассказывать, это все известно. И третье правило, которое вы выявили, не торопитесь на пенсию. То есть работать больше всего, даже не тяжелая работа, какая угодно, чем-то должен человек заниматься. У него должна быть цель, и они должны заниматься. Так вот, некоторые профессии, по мнению социологов, очень помогают сохранить молодость. И очень много, достаточно большое количество долгожителей среди дирижеров, философов, художников, то есть люди, которые занимаются еще и творческой профессией. Дальше. И вот тут вот на каком-то месте не унывайте ни при каких обстоятельствах. Помните, умение снимать стресс. Оптимисты живут гораздо дольше пессимистов. Дальше движение и сон. Двигайтесь. Даже если, я уже сказала, 30 минут ходьбы, это уже поможет. И спите, и вот здесь особо отмечено, в прохладной комнате. Обязательно открывайте окно летом или форточку зимой. Ну, а дальше гасите в себе гнев, когда это не нужно. И когда это возможно, выйдите в поле, например, не гасите этот гнев и дайте ему вырваться наружу. Но так, чтобы людям от этого не было страшно. Ну и 10-е правило – это, конечно, разгадывание кроссворды, иностранные языки, творческий какой-то подход к любой теме, что-то новое изучать, то есть не давать работу своим серым клеточкам. Ну, вот как бы вот такие вот советы, которые мы можем тоже прочитать где угодно, но я все-таки здесь бы обратила внимание вот на тот пункт, что умейте снимать стресс и умейте двигаться, даже если чуть-чуть, то это уже хорошо. Вот как бы это очень важный сон, потому что, знаете, как в похудении, потому что я часто занимаюсь этим делом и всегда обращаю внимание на эти рекомендации. И вот в одной такой грубоватой, но очень точная рекомендация была: если не выспалась, считай, что обожралась. Вот тебе и все. То есть сон, конечно, и продлевает жизнь свою, и восстанавливает очень много.
Что касается ремонта и профилактики, что я имею в виду? Если говорить о том, что много-много лет назад мы с вами, не мы, конечно, наши бабушки, наши прабабушки и прочее, они питались совершенно другой пищей, и качество воды было другое, и качество воздуха и так далее, и доживали, многие доживали до преклонных лет совершенно в хорошем состоянии и физическом, и душевном, так сказать, то на сегодняшний день, опять же, мы понимаем, что и воздух, и вода, и то, что мы едим, оставляет желать лучшего. И кроме того, еще много всяких вредных привычек, кроме всех интернета, компьютеров, электричества. То есть очень много воздействий, радиация, там еще очень много всякого разного. Хотя человек очень стойкая такая фигура, организм – это серьезная такая фигура, и он приспосабливается к очень многим пунктам негативным. Но тем не менее мы понимаем, что в пище нам очень не хватает то количество витаминов и микро- и макроэлементов, на которых вообще держится наш организм и дает возможность и активности, и энергии, и работе, и счастью, и любви, и всему на свете. И для этого созданы, естественно, это с горя только, я считаю, для этого созданы биологически активные добавки, витаминные комплексы, сиропы, соки и прочая продукция, которая дает возможность восполнить и восстановить вот этот наш дисбаланс, если он наступает. А наступает он, к несчастью, иногда даже очень рано, иногда даже просто вообще в детском возрасте. Как же выбрать из всего этого многообразия, когда мы, а тем более сейчас, когда мы открываем интернет, то есть такое количество, колоссальное количество всего того, что мы видим, мы не понимаем, как вообще из чего это выбирать. Ну да, мы понимаем, что нужно выбрать и в какой момент. Ну, наверное, в любой момент. Сейчас нам необходимы и витамины, и микроэлементы. А что касается пандемии и то, что нам обещают еще вторую волну, и все сходятся, врачи, только на том, что сильный организм, который имеет хороший иммунитет, может и либо бессимптомно перенести вот эту вот заразу страшную, либо достаточно легко и без особых осложнений. Вроде хорошо, все понимаем, да, но вопрос в том, что нельзя форсировать, нельзя усиливать иммунитет очень быстро. Это должно быть все-таки достаточно постепенно и плавно. И когда мы об этом говорим, когда мы вот знаем об этом, да, мы говорим, так что же делать? Но если нам, например, обещают там в сентябре, октябре или там ноябре, не знаю когда, эту вторую волну, она, в общем-то, еще и не заканчивалась первая, как говорят врачи. Вот, если мы это понимаем, то начинать надо, если не вчера, то сегодня. И тогда вопрос, что конкретно каждому человеку, вот именно мне выбрать, да, какие, ну, каждый человек в общем и в целом знает, да, что-то у него работает не так, где-то что-то побаливает, суставчики где-то, голова там еще как-то. То есть приблизительно люди понимают, что им в данный момент требуется. Но как выбрать? И вот об этом выборе я хочу передать сейчас слово Людмиле Бублиевой, потому что лучше нее об этом никто, пожалуй, и не расскажет. Конечно, мы можем знать какие-то юридические такие правила. Ну, такие, мы понимаем, что продукт должен быть в Росреестре, должны быть сертификаты, ну, вот какие-то такие-то вещи. Я еще предпочитаю, чтобы на этом продукте стояла плашка с заводом, название страны, для того, чтобы мы могли вообще понимать, к кому вообще претензии или выяснить, если есть какие-то вопросы. И все-таки очень конкретно и по этим самым, по витаминам и по каким-то другим продуктам, но я не знаю, Людмила, по-моему, хотела остановиться как раз на самом важном, на витаминных комплексах. Я передаю тебе слово. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня хорошо слышно? Слышно. Замечательно.
Да, это очень такой важный вопрос, я думаю, для всех он очень важен. Мы порой теряемся. Что же нам приобрести для себя? Витаминов, витаминно-минеральных комплексов просто море, очень много компаний на рынке, очень много предложений, есть и в аптеке много, и есть всевозможных фирм. И человек, он не может иногда выбрать, что он может для себя, что будет более полезно, что результат даст, что может еще, чтобы не навредить своему еще организму. Как Ольга Васильевна сказала, в первую очередь, да, это и федеральный реестр должен быть, и государственная аккредитация обязательно. Хочу сказать, не все проходят госрегистрацию у нас на территории России, продукты для здоровья. И дальше обязательно еще должны быть какие-то основополагающие документы. Но опять же люди не всегда их смотрят. Это и знак качества GMP и так далее. Сейчас я постараюсь очень кратко рассказать, на что обращать надо внимание в первую очередь при выборе того или иного продукта. Я сейчас демонстрацию экрана. Демонстрация экрана видно? Так. Вот смотрите, с чего мы с вами сейчас начнем. Первое. Чем же вообще характеризуется продукт на рынке? Это в первую очередь это качество, безопасность и эффективность. Это вот три таких момента, на которые обращает внимание каждый человек. А что же определяет эффективность биологически активной добавки? В первую очередь это состав. Я предполагаю, что каждый человек, когда приобретает тот или иной продукт, он берет упаковку и читает, а что же входит в состав. Это очень важно. Для чего? Для того, чтобы даже понимать, какая трава как работает. У многих людей может быть какая-то аллергическая реакция на ту или иную траву или непереносимость. И человек должен обязательно знать, что же в состав входит того или иного продукта. Это обязательное условие. Состав должен быть прописан на каждой упаковке. Далее, количество очень играет большую роль. Количество определяет, это концентрация, это уже насколько эффективно будет действовать тот или иной продукт. И количество тоже всегда производитель, который позиционирует себя именно как производитель качественного продукта, он обязательно ставит. Я иногда, когда вижу на упаковке написано травы и нет нигде не указан состав, меня это всегда, состав и количество ингредиентов, меня это настораживает. Дальше, качество сырья. Это очень такую важную роль играет. Мы прекрасно понимаем, что собранные травы в экологически чистых районах, или же собранная трава вдоль дорог или в неблагоприятных районах, где экология оставляет желать лучшего, это влияет напрямую на качество продукта и напрямую влияет на результат, который могут получить люди. Еще очень важная вещь – это безопасность. Но безопасность, она как раз выходит из этих определяющих моментов, о которых я уже упомянула. Очень важно – это технология производства. Это очень дорогостоящая вещь. Не каждый производитель может дорогие технологии внедрять в свое производство, но оно тоже напрямую влияет на качество продукта. И еще есть очень интересная вещь, на которую я сегодня буду обращать более пристальное внимание, это биодоступность. Дело в том, что вот мы берем с вами продукт, там все замечательно, хорошее качественное сырье, концентрация достаточно, указан состав, собран в экологически чистых районах, но бывает, происходит так, что человек принимает тот или иной продукт, а результата не видит. А биодоступность – это как раз тот параметр, который определяет способность препарата усваиваться. То есть продукция, препараты, они все по-разному усваиваются нашим организмом. То есть это то количество времени, биодоступность, в течение которого препарат или действующее вещество в том или ином продукте попадает в кровь и начинает работать. И с кровью оно уже попадает в тот орган, в который необходимо попасть. Вот это параметр очень и очень такой важный и нужный. И я хочу сказать, это самое дорогостоящее в производстве тех или иных продуктов.
Что же влияет на биодоступность? Посмотрите, вот если вы видите, я вывела на экран, на биодоступность, смотрите, сколько влияния оказывает. Ну, это прежде всего, это технология. Прежде всего, технология определяет биодоступность того или иного продукта. Я хотела для примера привести витамины. Почему? Витамины, общепринятые витамины принимают практически все люди, и для деток покупают, и для взрослых. Есть витамины для разных категорий людей. У нас витамины бодрость на весь день, АЗ-комплект, как мы его называем, от А до З, то есть все витамины и минералы практически там находятся. Как же работают наши витамины и как можно сравнить с биодоступностью витаминов на рынке? Опять же, я возвращаюсь к технологии. Швейцарцы, они очень много средств вкладывают в производство и практически ничего в рекламу. Это им позволяет именно производить на рынок продукт очень высокого качества. Так вот, возвращаемся к нашим витаминам. У нас существует такая технология, которая называется матричная. Матричная технология предполагает, вот в витаминах, в отдельной ячейке содержатся витамины и минералы отдельно в том количестве и в том соотношении, в котором организм их лучше всего может усвоить. Потому что мы все прекрасно понимаем, что витамины и минералы бывают антагонистами, и не все друг с другом могут усвоиться. А здесь это исключили швейцарцы, и вот в отдельной ячеечке содержится. Еще что очень важно, усвоение происходит в течение нескольких часов и усваивается и в кишечнике, и в желудке отдельно те или иные витамины и минералы. И у нас очень высокая биодоступность наших витаминов, она достигает 85%. Хочу сразу сказать, что на рынке это очень высокая степень биодоступности. Как правило, витамины аптечные или других производителей 5-20% биодоступность. Самые-самые, может быть, хорошие это 30%. Почему же, что же происходит в организме? Вот человек принимает тот или иной продукт. И витамины и минералы, они содержатся, предположим, в одной таблетке. Человек принимает эту таблетку, и вот эта масса витаминов и минералов, она обрушивается сразу на наш орган и на печень. Печень это чувствует как угрозу, идет интоксикация, идет отравление организма. Что предпринимает печень? Она защищается. И, естественно, она старается как можно больше вывести из организма витаминов и минералов, и остается минимум 5 или там 10 или 15%. А у нас, благодаря нашей технологии, когда постепенно, без стресса для организма происходит усвоение наших витаминов и минералов в течение длительного времени, печень не чувствует опасности, не происходит интоксикации, и усваивается практически все, что попадает в наш организм. Вот что дает высокая технология. Далее, еще такой момент по поводу биодоступности. У нас есть еще ряд продуктов, где тоже огромную роль играют повышение биодоступности, это технологии. Я сказала про таблетированную форму. Здесь матричная технология, которая нам дает возможность биодоступность повысить до 85%. Вообще биодоступность 100% дает только внутривенное введение. И если вы видите, что какой-то производитель, слышите вернее, говорит, что у нас биодоступность наших продуктов 100%, не верьте. Такого просто не может быть, такого не происходит. Что дает еще, позволяет повышать биодоступность в нашей компании? Это, во-первых, как я сказала, оригинальная формула, это матричная технология, про которую я только сказала, специальная рецептура, и еще у нас производство без консервантов наших напитков. У нас уникальные напитки, они совершенно не содержат консерванты. Запомните, консерванты, они уменьшают биодоступность продукта. А вот за счет того, что у нас их нет, биодоступность у нас очень высокая и доходит до 90, иногда 95%. Далее есть еще у нас технологии очень интересные, это Джимбекс. И еще крема. Несколько слов скажу про наши крема. Дело в том, что кожа это такой особый орган, который
практически ничего не пропускает внутрь. Если бы это происходило, мы бы просто, наверное, не выжили в этом мире. Все бы ядовитые вещества, любой порез для человека был бы смертельным. И вот для того, чтобы повысить биодоступность кремов, здесь тоже много работы провели специалисты, технологи на заводах наших швейцарских. И они специальные формулы делали. Это и ламеллярная технология, и ввели в наши эфирные масла, в наши крема, которые позволяют тоже глубоко проникать к действующим веществам, и биодоступность за счет этого тоже очень высокая. И еще такой момент я хотела отметить. Всегда ли хорошо, когда биодоступность высокая? С одной стороны, да, замечательно, продукт усваивается, действующее вещество работает, и организм получает все необходимые вещества для того, чтобы они проработали, и в конечном итоге получает хороший результат. Но здесь надо очень понимать такую вещь, что для того, чтобы биодоступность была высокая и человек получил хороший результат, для этого должны выдерживаться все параметры, о которых я сказала перед этим, и качество сырья, и в каких там концентрациях содержится. Вот представьте себе, у нас есть эфирные масла, ароматерапия. Ароматерапия имеет очень высокую биодоступность, более 80%. У нас масла очень высокого качества, они терапевтического действия. И наши масла можно использовать практически с рождения, есть такие масла. И очень много масел эфирных находится и в аптечной сети, и другие там производители предлагают на рынок. Представьте себе, что может произойти в организме, если человек приобретает масло низкого качества. За счет того, что высокая биодоступность, эфирное масло, оно попадет в клетки, в кровь очень быстро и максимально, и будет происходить отравление. И поэтому очень многие люди боятся ароматерапии, и когда им рассказываешь про эфирные масла, они говорят: ой, не-не-не, нет-нет, ни в коем случае у нас аллергия. Правильно, когда они принимают некачественные эфирные масла, у них будет аллергическая реакция. Почему? Потому что, как я уже сказала, печень защищается от интоксикации, она начинает выбрасывать все ненужное из организма, она очищается, это идет и через поры, это может быть любая реакция. И поэтому очень важно здесь, чтобы была и высокая биодоступность продукта, и при этом очень высокое качество. И еще я хочу такой пример провести по поводу высокой биодоступности лекарственного препарата, чтобы вы понимали, какая это может быть опасность. С одной стороны польза, с другой стороны и опасность. Аспирин. У аспирина очень такого сейчас последнего поколения аспирин делают с высокой биодоступностью. Что происходит? Когда человек его принимает, он моментально всасывается в кровь. С одной стороны, да, это благо. Но с другой стороны, у аспирина есть такое свойство не очень хорошее, это побочное, вплоть до внутреннего, предположим, кровотечения. И у него есть еще такая особенность, он неделю может работать, и вы не сможете остановить действие аспирина. С одной стороны, биодоступность – это благо, а с другой стороны, она может вред нанести человеку, и очень серьезный вред для здоровья. Поэтому здесь надо обращать внимание, когда мы говорим про биодоступность, это на качество продукта, на репутацию производителя, чтобы это было все качественно, чтобы это все выполнялось по всем правилам технологическим, а это и знак качества GMP, это знак качества ISO, и чтобы в каждой стране, в которую приходит тот или иной продукт, и с другой стороны, обязательно этот продукт проходил государственную сертификацию, и еще раз повторю, был занесен в федеральный реестр России, государственная аккредитация у него была. И что очень важно, я хочу подчеркнуть про наш швейцарский продукт, про нашу компанию, про вивассановский продукт, что вся наша продукция застрахована швейцарским правительством от подделок. То есть каждый человек, который приобретает нашу продукцию, он защищен и защищен в лице самого государства. Дальше я хочу еще несколько слов сказать. Для человека всегда важным моментом при выборе продукта это цена. Вот смотрите, что влияет на цену продукта.
Еще раз повторюсь, это качество и количество исходного сырья. Чем качественнее сырье, тем дороже будет, естественно, продукт. Где производится сырье и продукт, также очень важно. Какие стандарты? Реклама. Наша компания не дает рекламу, и производители швейцарские не дают рекламу. А это очень большая статья расходов. Квалификация персонала, упаковка, дизайн. И самое-самое дорогостоящее – это биодоступность. Вот если биодоступность высокая, если человек с минимальным количеством препарата может получить максимальный результат, это стоит денег. Предположим, вот, где-то и еще очень важно то, о чем я говорю, это все проходит испытания. У нас инвитро проходит испытания, это самые дорогостоящие на сегодняшний день. На животных не проводят, на людях не проводят, а испытание одного продукта стоит 25-30 тысяч евро. Вот поэтому здесь и стоимость продукта. А если посчитать по стоимости, если мы будем сравнивать по биодоступности, по качеству, я опять вернусь минутку к витаминам. Вот, предположим, возьмем наши витамины, возьмем биодоступность, как они усваиваются, то, что у них нет побочных и противопоказаний наших витаминов, и возьмем, предположим, аналогичные, которые продаются в аптеке, биодоступность которых 5-10%, то по деньгам получается, что наши, допустим, витамины 20 рублей могут стоить в день стоимость, а аптечных 200 рублей, если посчитать по биодоступности и по качеству. И плюс они имеют еще и побочные и противопоказания. Это чтобы люди могли сравнивать и понимали, чтобы сами могли оценить качество и что вы можете выбрать для себя: результат, качество, безопасность. И я вас уверяю, что и по стоимости это будет для вас более экономично, чем вы будете приобретать продукцию, в которой вы на 100% не будете уверены, и вы в итоге можете навредить своему здоровью, и это для вас стоит будет и гораздо дороже и в денежном эквиваленте. Я не буду больше ваше внимание задерживать. Наша тема сегодняшняя. Да-да, какие-то, может быть, вопросы есть? Я просто хотела бы вот что. Вот смотрите, вот я обычный человек, который хочет взять какие-то витамины. Я выхожу на один, другой, третий сайт, на что я в первую очередь обращаю внимание. Прям вот первое, что я могу по этим этикеткам, по той информации, которая мне дана, что я могу увидеть, на что мне обращать внимание. Первое что? Страна-производитель или что? Страна-производитель, первое. Я еще внимание обращаю на концентрацию. Я здесь не стала говорить про концентрацию. Меня очень всегда настораживает состав витаминов, когда очень большие концентрации. Допустим, для детей 300% суточной дозы. Для взрослых я находила, там были витамины, там было в процентном соотношении где-то 3000 суточной дозы. Меня это очень настораживает. Наши витамины, они в процентном соотношении очень мягкие, там нет ни одного компонента, который бы процент был выше 100%. И организм не получает передозировки. Выше 100% суточной дозы у нас нет ни одного витамина, ни одного минерала. Вот представьте себе, что может произойти с ребенком, если там ставят, допустим, 300% суточной дозы. Какая интоксикация будет для организма? Сколько печень токсинов получит? И еще такой момент, допустим, 3000 суточной дозы. Это о чем говорит? То есть я на этот момент внимание обращаю. Еще я обращаю на момент такой. Я смотрю, какие витамины входят в состав, синтетические или натуральные. Убери, пожалуйста, презентацию. Что-что? С экрана убери презентацию. Убери это самое. Ой, С экрана, чтобы мы тебя видели. Сейчас уберу. Для меня еще очень важно, помимо концентрации действующих веществ, витаминов, минералов, и не только витаминов, минералов, но это особое. Еще какие это витамины, минералы, синтетические или же натуральные. Дело в том, что почему сейчас некоторые доктора относятся с опаской к назначению даже витаминов и
витаминных комплексов, потому что идут очень большие побочные. Иногда витамин Е, который всегда является антиоксидантом, то синтетически в большом количестве он может стать прооксидантом, то есть наоборот навредить человеку и привести даже к онкологическим заболеваниям. То есть я на это тоже Так, обращаю что еще? Ну, пристальное прямо вот, внимание. Людочка, вот прям Да-да. по пунктам. Страна-производитель. Дальше. Затем действующие вещества, концентрация, я обращаю внимание. Далее я смотрю, какое вообще это производство идет, синтетическое вообще сырье или же натуральное сырье. Ну, очень Так. важно, откуда это сырье, но мы об этом можем не знать. Сразу хочу сказать, Россия, предположим, к примеру, в основном и Индия, и Китай сырье берет. Ну, это самое низкое качество считается. Затем знак качества GMP. Знак качества GMP мы тоже об этом можем не знать. Почему? Это знак качества производства. И GMP не должно стоять на упаковке. Это производственный процесс, производственный процесс. Что еще для производителя? Цена, конечно, важна, но цена, она определяется именно качеством продукта, что туда заложено в этот продукт. Биодоступность на упаковке тоже не стоит. И биодоступность высокая, она тоже, знаете, есть у нее... А где можно взять биодоступность? Где вот можно взять эти цифры? Биодоступность, она обычно описывается, специальные есть сайты для специалистов, для врачей, для провизоров, для фармакологов. Вот когда проходят клинические испытания, и там вот расписывают усвояемость того или иного препарата. Иногда биодоступность, Ага. как он Люд, вот усваивается, смотри, с какой скоростью усваивается. Иногда в инструкции можно прочитать, в некоторых препаратах может быть и в инструкции, но это мелким шрифтом, там они пишут, как в кровь попадает, с какой скоростью. То есть вот эти моменты. Но это очень сложный такой момент, это, как правило, простому потребителю в этом разобраться очень сложно, очень сложно. Ну, что я имею в виду, вот, да, когда ты рассказывала о глюкохоне и параллельно какой там аптечный препарат, забыла. Терафлекс. 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 Да, Вот там да. активное вещество, глюкозамид и И что-то еще. хондроитин. Да. И вот Да. активное вещество одинаково и в Вивасане, и в этом препарате, только там Ну, там 12-25. концентрация разная, там разная концентрация идет и разная биодоступность. Нашего идет Вот. 80-90% биодоступность, а там аналогичного идет где-то 25, где-то вот так, 30%. 12-25. Да, 12, и 25%. то есть, по сути, да, если даже ни о чем другом не говорить, Да, по да. сути, В три раза один, концентрация и биодоступность. иногда даже в 5, да, Да, даже иногда в 5. в Надо 5 от раз, 3 да. до 5 упаковок для того, чтобы покрыть вот этот самый активное вещество. Там был вопрос Да. о магнезии. Значит, вопрос, если назначают магнезию, что можно посоветовать в Вивасане? Есть ли что-то, какие-то аналогичные у нас продукты? Ну, есть, конечно, у нас магний. Содержится в наших напитках. И магний содержится в витаминах наших. В витамине АЗ содержится весь комплекс витаминов и минералов. И там очень хорошая дозировка. Она у нас идет профилактическая доза. Витамины это идеальный вариант для всех, для того, чтобы профилактически поддерживать себя в хорошем таком состоянии. Спасибо большое, Людочка. Если есть вопросы, Игорь, прочитайте нам, потому что мне их не видно. У меня там выскочил кто-то один вопросик. Ну, этот вопрос я скопировал, то на Фейсбуке Ольга написала. А все остальное, там всем спасибо говорят, благодарят. Конкретных вопросов по продукции пока нет. Я собираю их и кидаю в чат. Понятно. Ну, здесь спасибо вам большое за внимание. Хотела я о чем сказать. Всегда, во все времена люди искали таблетку для молодости, для продления своей жизни. Это всегда казалось фантастикой и мечтой несбыточной. А вот для того, чтобы наши клетки укрепить, утилизировать старые поврежденные клетки и тем самым омолодить наш организм, это реально. И, кстати, это подтвердили ученые многих стран.
и в Великобритании, и Швейцарии, и Германии, и Австрии, и так далее, и так далее. И есть специальная наука, которая объясняет механизм продления молодости. И я вам хочу сказать, ученый, который этот механизм подтвердил, он получил Нобелевскую премию в 2016 году. И вот об одном из таких продуктов сейчас вам расскажет моя коллега Татьяна Панарина. Танечка, пожалуйста, передаем тебе. Да, спасибо. Добрый вечер всем. Как раз этот ученый, о котором Людмила говорила, Ясунори Асуми, действительно, он, да, в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии. Что же это такое? Мы все знаем, что каждая клетка организма обновляется. Только в зависимости от ткани и, извините, от ткани и от органа с разной скоростью. И вот как раз продукты этого обновления, как бы распада старой клетки, возобновления новой, то есть клеточный мусор, он накапливается. И не только это, много всякого негатива накапливается в нашем организме. И вот этот процесс аутофагии означает это самоочищение. И, к сожалению, с возрастом вот способность к самоочищению клетки организма теряют. И нам необходимо возобновить вот это свойство каждой клеточки. И индуктором аутофагии является такой компонент, который называется, один из компонентов, который называется спермидин. Что же это такое? Так, сейчас я вам покажу. Забота о клетке, продукт, который в компании Vivasan с этим компонентом вышел, недавно мы его получили, выглядит упаковочка, она вот так, я потом вам вживую покажу, называется один из компонентов спермидин. В чем, откуда мы можем получить, если не глотая капсулу спермидин? Вот посмотрите, какое содержание спермидина в продуктах питания. Это миллиграмм на килограмм. И посмотрите, не буду каждый продукт обозначать. Обратите внимание на последний, это зародыши пшеницы. 243. Это самое высокое содержание спермидина именно в зародышах пшеницы. Кстати, из зародышей пшеницы очень часто, ну не очень часто, а вообще-то это всегда было в промышленных масштабах, вырабатывали витамин Е. Все остальное, оно шло на выброс до поры до времени. Витамин Е, конечно, он нам необходим. И он, кстати, в капсулу с нашим продуктом добавлен. Там спермидин, витамин Е. И посмотрите еще, какие витамины есть в зародыше, не в проростках. Не путайте проростки и зародыш. Это совершенно разные вещи. Зародыш пшеницы – это именно вот эта верхушечка зерна пшеницы. Сколько витаминов находится в зародышах пшеницы. Причем, кроме этого, кроме витаминов, вот этих, витамины группы А, Е, витамины группы В в большом количестве, и очень много именно витамина Е там. И вот взят именно спермидин и витамин Е в нашу капсулу. Что же такое спермидин? И что он делает, почему он ценен? Ну вот все, что здесь на экране вы видите, это абсолютно невозможно просто как бы сразу все прочитать, зачитать и все это запомнить. Да. Поэтому я вывела на экран, может быть, так вам будет лучше запоминаться.
И посмотрите, самый, ну, такой даже первый пункт, препятствует более чем 60 заболеваний. Представляете, насколько мощный продукт? Стимулирует липидный обмен и углеводный тоже. Способствует нормализации обменных процессов на клеточном уровне, именно на клеточном уровне. Замедляет процессы старения. И что очень важно, спермидин, вот относясь, если говорить об этом пункте, он способен воздействовать на внутренние часы организма. Понимаете как? Это настолько это важно, настолько это необходимо, что продукт влияет на функцию внутренних часов организма. То есть идет восстановление, ну, практически во всех сферах. Дальше активизирует процесс самоочищения, я это уже сказала, но очень важно, что он активизирует процесс самоочищения в клетках мозга, а это значит, профилактируется болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Это очень важно. Ну и, соответственно, конечно, улучшается память, повышает двигательную способность, освобождает ткани от отходов, мы про это с вами уже проговорили. Очень хорошо поддерживает функцию репродуктивной системы, особенно у мужчин. Причем у мужчин не только в хорошем, в зрелом возрасте, но и у молодых достаточно часто сейчас и бесплодие, и все остальные заболевания, которые могут быть. Да? И это инфекционные воздействия на это может оказывать, и ну, образ жизни и так далее. Вот как раз спермидин, он работает в этом направлении очень даже хорошо. Ну, как иммуномодулятор, это понятно. Мы с вами видели, сколько витаминов и еще минералы. Достаточно много всяких минералов, там повышает сопротивляемость, именно поэтому. И усиливает регенерацию клеток. Даже при язвах, при любых ранах происходит заживление гораздо быстрее. Кардиопротектор. Кардиопротектор – это были проведены такие исследования, когда после инфаркта люди принимали пищу, богатую спермидином, и реабилитация после инфаркта, оздоровление и даже выздоровление проходило гораздо быстрее. А у гипертоников, у гипертоников давление артериальное приходило постепенно в норму. Дальше, как кардиопротектор, конечно, если очищается клетка, если происходит нормализация артериального давления, конечно, это и укрепляются стенки сосудов, происходит профилактика атеросклероза и так далее. Плюс к тому же поддерживает работу печени, желудка, препятствует развитию фиброза печени. Это очень важно, просто очень важно. Вот это все увеличивает продолжительность и качество жизни. И как Николай Андреевич Гусаков сказал, что цены этому продукту просто нет. Дозировки. 2 капсулы в день запиваем водой. Иди откроем. Передозировка не должна быть ни в коем случае. Почему? Как говорят, профилактическая доза, да, вот увеличили какой-то препарат в 2-3 раза и получилось лекарство. Вот здесь это не пройдет. Если увеличить дозировку спермидина, то получим обратный эффект. Получим заторможенность аутофагии. Понимаете как? То есть дозировки в данном случае нужно обязательно соблюдать. 2 капсулы в день. Все.
Если возрастная категория людей, ну, 50 плюс, то этот продукт можно принимать каждый день без перерыва. Можно пропить, как рекомендуется, по 2 капсулы в день, а потом уже можно переходить на одну капсулу и пить можно даже всю жизнь. Причем клетка будет омолаживаться, клетка будет восстанавливаться, и, то есть наступает молодость, можно так сказать. Витамин Е, который добавлен в эту капсулу, про него я много говорить не буду, только напомню, что это очень большой антиоксидант, натуральный витамин Е. И что еще хочу сказать, что в каждом нашем комплексе витамин Е обязательно есть. Возникает вопрос, можно ли сразу несколько продуктов, где витамин Е и там, и там, и там. Вот как раз витамин Е, натуральный витамин Е, его сложно передозировать. Натуральный, подчеркиваю. Почему? Потому что он настолько быстро отдает организму свои свойства, что он не успевает скапливаться, накапливаться в организме. И свойств его просто великое множество. Вы много знаете этих свойств, поэтому я их не перечисляю. И получается вот такая композиция, ну, просто неоценимый продукт, который необходим каждому. Кому нужен этот продукт? Каждому, абсолютно каждому. Потому что даже в 20 лет клетка может быть уже настолько зашлакована, что каждая клеточка кричит «караул». Танечка, а какие вот еще пока рекомендации, наверное, еще не давали наши врачи, но все-таки сколько времени примерно следует пить по 2 капсулы, и, там месяц или сколько, 2, а потом перейти на дозировку 1 капсулу в день? По крайней мере, месяц точно надо пить по 2 капсулы в день. А потом, если вы не будете делать перерыва, можно переходить на 1 капсулу. Если вы пропили по 2 капсулы в день, то, по крайней мере, 2, а то и 3 раза в год это нужно обязательно. Но если вам до 50, если вам 50 плюс, то желательно все-таки пить без перерыва. А еще такой вот вопрос можно? Я правильно услышала, что просто если прорастить, допустим, пшеницу, то это не то совсем, да? Да, это совсем не то. Проростки пшеницы – это здорово, это полезно, все про это знают. Но спермидина там нет. Куда он делся? Ведь росток, он идет-то из зародыша, а проростков его нет. Куда он делся? Так он израсходовался именно на рост вот этих проростков. И вы получаете проростки уже без спермидина. Понятно, спасибо. По этому продукту еще есть вопросы какие-то, девочки? У кого-то девочки, мальчики, есть какие-то вопросы по этому продукту? Нет, если то, мы плавно переходим к следующему нашему новому продукту. Я проговорила вам, когда... Танюш, может быть, мы оставим его, Татьяна? Тань, может, мы его оставим на следующий раз? А то прям вот мне хочется, чтобы вот осталась в голове биодоступность и вот этот продукт и больше ничего. Хорошо, хорошо. Да? Я повесим. Хочу показать. Сейчас я уберу демонстрацию экрана. И те, кто еще не видел этот продукт, я хочу вам его показать. Вот он, в такой коробочке, вот в таких капсулках, вот таких капсулках. Причем, еще какой момент я хотела сказать. Буквально сегодня мы разговаривали с умнейшим доктором, которого вы знаете очень многие, Галина Валентиновна Бекетова. Меня интересовал вопрос о маленьких детях. Я не нашла нигде
и у Николая Андреевича тоже не нашла, надо, наверное, с ним об этом тоже разговаривать, спрашивать, о применении этого продукта маленьким детям. Так вот, она ответила, ну почему нельзя? Я говорю, наверное же нельзя. Она говорит, ну почему нельзя? Зависимости, все зависит от состояния ребенка и для чего вы хотите ему дать этот продукт. Если там бывают такие моменты, отстает ребенок в физическом развитии, в умственном развитии. Дело в том, что спермидин в первую очередь очень хорошо работает с клетками головного мозга. И если идет умственная отсталость в умственном развитии, там нужно смотреть причину, и как раз вполне может быть, что он здесь подойдет. Но еще раз повторюсь, конкретной рекомендации в этом не было. Это вот именно вот на уровне разговора. Это уже к врачу. Это уже Да. не с нами. Да, Мы это говорим о профилактике и ремонте. А? Мы говорим о профилактике Да, и ремонте и ремонте. взрослого Ну, организма. по крайней мере, вот этот вопрос с докторами можно поднимать. Так, клинические испытания на людях проходило, есть ли отчет по этому исследованию? Да, такие отчеты есть. Клинические испытания спермидин проходил на людях, причем было замечено, если, ну опять, это не наша вот эта капсула, а именно составлен был рацион питания людям с большим содержанием спермидина. И что получилось? Люди, которые употребляли в пищу продукты, богатые спермидином, постоянно, у них продолжительность жизни увеличилась на четверть. Слышите? На четверть. Это много. Те, которые... Хотя где-то это читала, потому что я увидела, у Томаса была там так несколько строк. Я видела у Томаса, я в интернете это читала, но вот я как-то, к сожалению, это не взяла себе для сегодняшней презентации. Если надо будет, я к следующему разу это найду и покажу это. И там было написано, какие университеты, какие лаборатории проводили исследования, на скольких людях. Вот. Но это я прочитала, это было. И те люди, которые принимали пищу, продукты, богатые спермидином времени от времени, но опять-таки довольно-таки часто, на 5-7 лет увеличилась продолжительность жизни. Вот. А вот именно, которые вот сидели на этих пищах, которые богаты спермидином, она довольно-таки хорошо увеличивалась. Так делают экстракцию спермидина, какая концентрация в капсулах. Концентрация в капсулах, сейчас я вам найду, скажу, как делают экстракцию, ну, извините, это я не знаю. Значит, в одной капсуле находится 30 миллиграмм экстракта зародышей пшеницы и 12 миллиграмм витамина Е. К сожалению, сколько именно спермидина я не нашла, а экстракта зародышей пшеницы 30 миллиграмм и 12 миллиграмм витамина Е. Это достаточно высокая концентрация, которая вот именно нам нужна. И опять, не забывайте о том, что я сказала. Много – это не всегда хорошо. Вроде на вопрос ответила. Вас не слышно, Ольга Васильевна. Там был еще вопрос от Николая Васильевича. Игорь, если можно, прочитайте нам. Я прочитала клинические испытания на людях. Да, я ответила. А еще один вопрос какой-то был. По экстракции, да, как делается? Я их скопировал все и скинул в чат. Да, я ответила. Угу. Ну что, хорошо, дорогие мои, спасибо вам большое. Мы сегодня начали этот большой серьезный разговор о долголетии. Я не знаю, насколько он вам интересен, надеюсь, что всем интересен обычно бывает, но все-таки очень хотелось бы, чтобы вы какие-то пожелания свои, может быть, сказали, не знаю, о чем еще мы можем поговорить. Я думаю, мы поговорим еще о качестве сна и вообще о сне как таковом. И знаете, о чем я подумала? Все, кто меня пытался смотреть в Инстаграме,
и у вас это не получилось. Я могу свалить на вас, что это у вас не получилось, но я честно признаюсь, что, как Игорь сказал, я его еще не победила. Я обещаю его победить. И если я начинала с того, что бы я делала в 20-летнем возрасте, это послушала рекомендации взрослых товарищей, да, по поводу как жить и так далее, то что бы я порекомендовала 60, 50 плюс, как Таня говорит, 50 плюс, 60 плюс и так далее, уже туда приближающимся к долгожителям, то это, наверное, осваивать, это еще и для мозга упражнение, осваивать компьютер, и для меня это, в частности, еще и Инстаграм. И закончить я хочу это долгий разговор, и про долголетие мы будем говорить, потому что вот клянусь вам, что если бы в 20 лет мы знали то, что знаем мы сегодня, это как в той притче, не притча, а изречение такое есть, если бы молодость знала, если бы старость могла, вот это отсюда. Вот как бы мы будем говорить об этом долго. И хочу закончить одним таким небольшим, тут много анекдотов всяких интересных, но хочу закончить одним небольшим анекдотом. Доктор, мне уже 133 года. Вот я вот так к вам привыкла, так привыкла. Вот я даже представить себе не могу, с кем я буду работать, когда вы умрете. Вот это как бы долгожительский такой анекдот. Ну или вот еще один. Жили-были старик со старухой, и жили они настолько долго, что 4 квартиры, 3 автомобиля и загородный дом достались им в наследство от правнуков. Ну, как бы вот так вот смешно-смешно, но во всяком случае достаточно философское понятие. Огромное спасибо, Людмила Бублиева, большое спасибо Таня Панарина и огромное спасибо всем, кто принимал участие в нашем эфире. Мы только-только, вы чувствуете, что мы только-только начинаем какой-то разговор, и мы пока идем на цыпочках. Поэтому за все наши огрехи простите, мы будем стараться победить не только Инстаграм, но и все остальное. Спасибо большое всем. Присылайте свои вопросы. С удовольствием ответим на каждый. До свидания. До свидания. Спасибо.